Приветствую вас на канале Техревизор. Отобрал модели в рейтинг смартфонов, да не простых, а защиты от влаги, воды, ударов и других ситуаций, в которых обычный смартфон не справится. Выбрал 6 лучших защищенных смартфонов на 2025 год под разный бюджет и задачи. Их общая черта – защита по стандарту IP69K от воды, пыли и грязи. Есть защищенные модели, которые переживут всякое. Они подойдут рыбакам, путешественникам, работникам в нетепличных условиях и любителям приключений на одно место. Помимо усиленной защиты, такие смартфоны имеют здоровенные батареи, чтобы максимально долго находиться вдали от цивилизации. Давайте сейчас подробнее обо всем расскажу. Про экраны, процессоры, аккумуляторы, размеры и возможности участников. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Шестое место занимает Blackview BV6200 Pro. Это самый бюджетный защищенный смартфон в рейтинге. На момент записи видео такой можно купить до 15 тысяч рублей. Его корпус защищен по стандарту IP68 и IP69K. То есть топить в болоте смартфон нельзя, но падение в воду и песок он переживет. Корпус, как видите, имеет резиновые вставки и усиленные углы, чтобы пережить падение на асфальт или какую-нибудь твердую поверхность. Весит этот смарт 438 грамм, а в толщину 19 миллиметров. В карманах джинсов такой носить неудобно, разве что в сумке или хотя бы в куртке. В целом, это уже далеко не современный городской смартфон для комфортных условий. Тут все серьезно. По всем остальным характеристикам. Экран простой, диагональ 6,5 дюйма. На нее растянуто HD плюс разрешение. Картинка получается не самой детализированной, но с ней без проблем можно сидеть в браузере, соцсетях и смотреть фильмы, пусть и не в самом топовом качестве. На природе яркости хватает, но только в пасмурную погоду. В солнечный день придется искать тень или хотя бы прикрывать экран рукой. Процессор, будем откровенны, слабее некуда. Mediatek Helio P35. Вместе с конфигом памяти на 628 гигабайт этого хватит, чтобы более-менее без лагов загружать всякие мессенджеры, документы, рабочий стол и интерфейс. Подойдет для нетребовательного пользователя. Про камеры тут сказать нечего. На привычном месте вообще динамик сделали, причем довольно-таки громкий. А вот про автономность достаточно сказать только то, что внутри стоит батарея на 13 тысяч мАч. Такая позволяет работать смартфону 2-3 дня в активном режиме. Правда, заряжается долго, так как в комплекте идет блочок на 18 Вт. На пятое место поставил Дуги V40 Pro. Модель посерьезней, но тут уже и ценник примерно в 2 раза выше. Внешне смартфон достаточно футуристичный и, наверное, даже игровым его назвать можно. Корпус пластиковый с усиленными углами и резиновыми вставками. Он защищен не только по IP69, но и по военному стандарту. Из необычного. Дополнительный мини-экран на спине. На него можно выводить уведомления, батарею, разные картинки и так далее. Все настраивается и кастомизируется. Основной же экран хорош. Диагональю 6,8 дюйма с Full HD Plus разрешением. IPS-матрица выдает хорошую яркость и плавность анимации с частотой обновления 120 Гц. Такая картинка получается четкой и детализированной. Процессор тоже приличный. Mediatek Dimensity 7300. Он тянет даже современные игры типа PUBG и Genshin Impact. Так что с повседневными задачами справляется вообще легко. Тем более, что я выбрал версию с 16 гигабайтами оперативной памяти. Этого так вообще хватит на годы вперед. Автономность смартфона впечатляет. Батарея на 8680 мАч звучит не особо многообещающе, но на деле свободно можно получить около 2 дней работы без подзарядки, а для зарядки в комплекте идет блок питания на 33 Вт. С ним смартфон заряжается достаточно быстро, с 0 до 100% за 1,5 часа. Еще из интересного – камера ночного видения. Есть достойный внимания основной сенсор, фронтальный и телефото с шириком. Эти ребята действительно хорошо справляются и подойдут для съемки красивых пейзажей. Однако ночное видение самое интересное. Возможно, для кого-то просто игрушка, но снимает она тоже с приличным качеством. На четвертое место я поставил Poco X7.
Это совсем не какой-то заряженный защитой монстр для адских условий. Он скорее для тех, кто просто боится уронить смартфон в воду, в снег, в песок. Вся его защита — это корпус с IP68 и достаточно прочное стекло дисплея Gorilla Glass Victus 2, которое способно пережить падение на бетон и шероховатую твердую поверхность. Экран у Poco X7 шикарный, на AMOLED-матрице с отличным запасом яркости для солнечного дня. У него детализированное разрешение 2712 на 1220 пикселей и частота обновления 120 Гц с плавными свайпами, анимациями и скроллингом. В общем, не придраться. Процессор тоже достаточно серьезный. MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Достаточно мощный, чтобы моментально грузить все приложения, снимать в хорошем разрешении и играть в игры на высоких настройках графики. За автономность отвечает батарея на 5110 мАч. Стандартный объем любого современного смартфона. То есть каких-то неожиданных цифр здесь не увидеть. При типичном использовании смартфона с соцсетями, видео, звонками и навигатором батарея садится за 11 часов. Заряжается быстро. С 0 до 100% за 1 час от комплектного блока питания на 45 Вт. По камерам тут можно хвалить только основные объективы. Задний на 50 мегапикселей и фронтальный на 20 мегапикселей. Максимальное разрешение съемки 4К 30 FPS. При меньшем разрешении поддерживается оптическая стабилизация, которая помогает снимать на ходу без размывания. Но ширик на 8 мегапикселей и макро на 2 мегапикселя совсем бесполезны. Снимают без детализации с непонятно какой цветопередачей. В общем, типичные заглушки для маркетинговых целей. Тройку лидеров открывает Ulefone Armor 24. Самый огромный и тяжелый участник рейтинга. Основная фишка этого монстра — батарея на 22 тысячи мАч. Ну, целый повербанк прям. Держит заряд отлично. Для понимания, за 1 час просмотра видео на YouTube при средней яркости уходит 1%. Если говорить о повседневном использовании, к зарядке нужно будет прибегать что-то около 1 раза в неделю. Заряжается, конечно, не быстро, но и не слишком долго. До 2,5 часов от комплектного блока на 66 Вт. По защитным свойствам у Ulefone Armor 24 все на уровне. Корпус здоровый, почти 3 см в толщину и 650 грамм весом. Защищен от воды и механических воздействий по военному стандарту и IP68 с IP69K. То есть этот смартфон можно брать с собой для самых жестких условий. Из интересного. Фонарь на задней панели. По заявлениям Ulefone, светится он с яркостью до 1000 люмен. В целом подойдет для ночных вылазок. Но в походе основной налобный фонарь, конечно, не заменит. Хотя бы просто потому, что рука устанет держать смартфон. Начинка у него, конечно, без излишеств. Проц бюджетный. MediaTek Helio G96. Максимум тянет повседневную рутину и не больше. Но экран неплохой. IPS на 120 Гц. Full HD+ разрешение диагональю 6,8 дюйма. Этого хватит, чтобы спокойно пользоваться смартфоном на природе. По камерам ничего неожиданного. Хорошей стабилизации не завезли, но какую-то красивую природу или объект можно запечатлеть. Селфи сделать на фоне чего-то прекрасного. Однако для съемки блога качества недостаточно. Из прикольного разве что сенсор ночного видения. Снимать неплохо, можно поиграться. Второе место занимает Blackview BV9300 Pro. Еще один не самый компактный и мобильный аппарат. Весит полкило, в толщину больше 2 сантиметров. Мощная защита корпуса по всем стандартам. В целом, его можно рассмотреть в качестве аналога прошлому Ulefone. Этот Blackview слегка полегче, помощнее, не имеет сенсора ночного видения и батарея не такая громоздкая. Так, внутри стоит аккум на 15080 мАч, что тоже как бы немало. Если только серфить в интернете, батареи хватит на 25 часов экранного времени. Если смотреть видео — 23 часа. Если играть — 15 часов. Правда, заряжается смарт не так быстро, как хотелось бы. В комплекте идет блок питания на 33 Вт. Если для батареи на 5000 мАч этого достаточно для быстрой зарядки, то для 15000 мАч нет. С 0 до 100% зарядка занимает почти 3,5 часа. Кстати, поддерживается еще обратная зарядка других устройств с мощностью 5 Вт. Можно использовать смартфон как повербанк. По железу. Тут стоит MediaTek Helio G99 с памятью на 12-256 гигабайт. В целом этого достаточно, чтобы смартфон еще несколько лет работал не зависая и даже игры какие-то тянул на средних настройках графики.
По экрану особо ничего нового. Разве что на задней панели сделали небольшой дополнительный дисплей, на который выводится разная информация, уведомления, входящие звонки, уровень заряда батареи и так далее. Основной дисплей по-прежнему на IPS-матрице с Full HD+ разрешением и частотой 120 Гц. По камерам тоже ничего такого не выделю. Основные объективы снимают в 2К разрешении без стабилизации. При хорошем освещении можно сделать красивые кадры с натуральной цветопередачей, но на ходу особо ничего не запечатлеть. Лидером рейтинга стал Ulefone Armor 26 Ultra Walkie-Talkie. Сразу обговорим его особенности. Первое – режим рации. В комплекте идет антенна, которая делает из смартфона рацию. Эту же антенну можно использовать и для того, чтобы словить связь в отдаленных местах. Второе – поддержка эндоскопа. В смартфон можно подключить эндоскоп, зайти в камеру и работать с этим инструментом. Только устанавливать его не очень удобно, но в целом функция может быть полезной. Далее по основным характеристикам. Тут у нас полный фарш в плане защиты с IP68, IP69K и военным стандартом. Смартфон массивный, тяжелый, прочный. На тестах пережил и погружение в воду на полчаса и падение на твердую поверхность. Экран без изменений. IPS-матрица с Full HD+ разрешением и с частотой обновления 120 Гц. Процессор внутри посерьезнее. MediaTek Dimensity 8020. Чип достаточно мощный для любых повседневных задач, тем более с конфигом памяти на 12512 ГБ. Справляется со всеми приложениями и не глючит. За автономность отвечает батарея на 15600 мАч. В целом, по автономности выходит то же самое, что и у прошлого Blackview. Только вот зарядка тут поддерживается мощностью целых 120 Вт, такая даже не у каждого флагмана есть. С 0 до 100% с зарядкой на 120 Вт смартфон восстанавливается быстрее, чем за час. А для дополнительных устройств есть еще и беспроводная зарядка на целых 33 Вт. В общем, по автономности у этого защищенного смартфона аналогов нет. Камеры у смарта тоже что надо. Основной объектив на 200 мегапикселей снимает в 4К. Есть еще ночное видение на 64 мегапикселя, которое выдает хорошие по детализации черно-белые снимки в полной темноте. Ширик на 50 мегапикселей тоже неплохо справляется, но все это, конечно, не делает Ulefone камерафоном. Такие до уровня флагманских смартфонов он не дотягивает по детализации и цветопередаче. И, тем не менее, качества камер достаточно, чтобы запечатлеть красивые и важные моменты. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала TechRevizor.